Итак, второй вариант «Зеленые камушки». Я вас приветствую сегодня. Теперь поглядим на ваших вражинок. Глядите. Я тасовала карты после первого варианта, да? И вот что из них повылетало. Во-первых, здесь привороты, опои, окормы на вас были произведены. Во-вторых, человек вам дан для того, чтобы вы ушли в свою стабильность, в пентакли, в императрицу, нашли себя. Это кармическая ситуация, кармический партнер. Вот здесь оставлю эту колоду. По Таро Веретника здесь уже человек получил приговор через подселенцев. Ну, это если кратко, да? И что еще здесь? У вас есть поддержка. Посмотрим темных, светлых. Возможно, вы сами знаете, да, это защита и тому подобное. Где вот вас пытаются ввести в эту жертву, да, деструктивными программами, черномагическими, а они перекрываются. То есть тут как бы у вас все хорошо. Еще такой момент по вашему недоброжелателю. У человека большие проблемы со здоровьем, он как гниет изнутри. Возможно, это уже проявлено через какие-то раны. Вот именно загноение есть на человеке. Возможно, что-то долго не заживает. Или вот, ну, что-то в этом духе. Так, да, видео пишет. Ну что, второй вариант. Это, так сказать, краткий ликбез, да? А сейчас будем смотреть, ваш ли этот вариант. Что у вас там за недоброжелатель? Потому что я уже примерно могу понять, кто, но есть маленькие нюансы. Не дают ли обводных неверных вам ориентиров в понимании, а кто же вам на самом деле это все творит? Вот так вот. Давайте-ка посмотрим. Итак, характеристика вашего недоброжелателя. Король кубковый. Все-таки король кубковый, да, сразу, с собственной персоной. Чмо. Здесь бывшие партнеры. Да, еще и король пентаклей. Здесь точно бывшие партнеры, мужья, жены. Угу. Да. Ну что, здесь, если учитывать предварительные, да, карты, что мне показали, здесь у человека стояк на вас. Туз жезлов. Горит идея, и, бля, вы прям как навязчивая вот... Навязчивая идея. А горит какой идеей? Заполучить вас. Вот характеристика этого человека. Также это бывший ваш руководитель, возможно, подкатывал к вам, возможно, делал вид, что он к вам подкатывает, дабы ваш ресурс жрать. Поняли, да? Это крадники, там всякие дела денежного плана, чтобы к нему больше утекало вашей удачи и тому подобное. Вот такая характеристика у нас. Все-таки обводных здесь нет никаких моментов. Здесь четко и конкретно. Дядька, который трясет писюнчиком. Ой, хочет вас заполучить, понимаете? Чем-то расстроен человек, чем-то расстроен. Запала нет, энергии нет, вашей хочется, да? Каналы пообрубали, девочки, да? Мальчики, если смотрите на меня,
это ваша бывшая, которая сейчас просто в мужских энергиях. Мужик эдакий. Возможно, уже тоже в каких-то отношениях состоит, понимает, что там не сильно хорошо, все, там уже ее сжирают энергетически, а хочется вашей энергии. Тоже писюшка на вас. Ну, девочек, конечно, не стоит. Там другие процессы происходят. Короче, что-то я вникла в эту тему. Давайте-ка переключаться будем. Смотрите, здесь еще вы как ушли от отчаяния, от кошмара. Вот знаете, здесь четко вам делалось на самобичевание, чтобы вы не спали. И вы ушли. А ну вы... Нет, это этот человек. Вы ушли в себя. Вы ушли в императора. Этот человек хочет уйти. Он, короче, под программами. И он хочет уйти. А по итогу уходит в еще большие деструктивные программы. Видимо, здесь... Ну, сейчас посмотрим. Видимо, здесь человечек... начал сотрудничество не с теми господами, не с теми силами связался. Итак, ну давайте смотрим, что человек делал вам на полнолуние, на 30 ноября. Если кто смотрит в другое время, то есть понимаете, смотрим последнее новолуние, и перед ним было полнолуние. Вот смотрим, 2 недели назад. На полнолуние, что человек делал именно против вас? Что предпринимал? Ну, подселение, ребята. Программы на вас через кладбище были деланы. Да, чтобы благополучие с вами наладить и при этом замутить ваш разум. Так, ребят, у вас здесь 6-я чакра, 3-й глаз хорошо работает, и поэтому туда и влияли. Обращался к кому-то. И не один раз обращался, хочу я вам сказать, не к одному человеку. Возможно, на протяжении некоторого времени, то есть несколько лет, да, и периодически вот похаживает к практикам каким-то, дабы что-то там поиметь с вас. Чистку себе заказывал. Это однозначно. Чистил себя, бедолага. Хочет ваших знаний. Видимо, вы человеку много чего толкового в жизни подсказывали, а он такой: да ни хрена, твое мнение ничего не значит, я лучше знаю, как этот мир устроен. Ну, вы поняли, все в этом роде вот манипуляторов, нарциссов и просто долбоебов. Давайте будем откровенны. Вот, а теперь человек пожил и понял, что бляха-муха, а что-то я подобосрался без ее, как бы, да, или его вот этих вот наставлений. Как-то что-то я, блин, проштрафился. Я хочу, как бы, это все вернуть пианино взад, да. Хочу опять хорошо на чужих советах в рай вкатить. Ну и на вашем горбу, соответственно. Энергии вашей очень не хватает человеку. Очень не хватает. Ваши знания, особенно по достижению в материальном плане, да, здесь именно как нужно жить, как поставить свою жизнь, да, как обыграть это все, как проработать себя, дабы добиться
призвания, почета в окружении. Вот эти ему, вот ваши знания прежде всего для бабла нужны, понимаете? Он не думает о том, что бабло это всего лишь составляющая. Да, наличие денег у прокачанных людей это всего лишь составляющая, это итог их работы над собой. Он этого не понимает. Вот что делал на полнолуние. Ах ты ж скот, да? Сейчас будем уточнять, чем тебе это аукнулось-то, дружок-пирожок. Ох, прям смотрю, шо не вариант, загляденье просто, да? Ха-ха-ха. Так, да-да-да. Чистку сделал себе для того, чтобы у него деньги пошли, денег нет. Либо же с вас хотел их скачать. Поняли, да? Энергия от вас уходит, вам некогда над собой работать, либо вкладываться, деньги от вас уходят. Крадники сюда же. Да, делал вам на то, чтобы вы сидели в оморочках, в депрессиях, в самобичевании, сжирали себя изнутри, вместо того, чтобы наслаждаться прелестями сей жизни, которую, кстати, вы, скорее всего, и заслужили, раз вам это дано. Так, практик работал по вам через визуализацию, то есть по менталу можете его высечь. То есть, если у вас будет желание, сможете найти того, у кого ваш вот этот товарищ заказ сделал на вас. Ну, про пиздонов вставить тоже не помешает. Ну, на ваше усмотрение. Здесь по менталу, да, тренировались бедолаги, чтобы вас подавить. Подавить, закрыть, волю связать, энергию, деньги забрать. Да, здесь работа в тандеме, ритуал вместе, короче, проводили. Видать, заказ сделал и практик работал, и это чудо. Юда бегала на кладбище, ритуалила. Ну, знаете, такие есть товарищи, короче, прибегают на кладбище, такие, листают, короче, да, судорожно. Ну, короче, по ним видно, что им написали, что сделать, и они делают, прям аж переживают, да. И видно практиков, которые пришли и валят по наитию, как говорится, да. Если что и надо, ну, мы читаем, конечно, читаем со своих книг, теней, но абсолютно другой, понимаете, другие вибрации. И я эти вибрации порой от людей, особенно на кладбище, даже на физике видно, там искажается пространство вокруг человека по-своему. То есть, ну вот, шут гороховый, короче, знаете, такой залетный среди могилок. Это уже черный юмор, конечно, но все же. Так, давайте-ка посмотрим, как этот мальчик несчастный у нас прожил 2 недели, да, чем ему аукнулось вот это вот действие против вас. Как эти 2 недели от полнолуния 30 ноября до новолуния, которое у нас было 14 декабря, сегодня 16, как бы, да, вот за эти 2 недели, что ему там в жизни начало намекать на то, что он как бы не туда свернул. Немножечко надо подумать над своими действиями. Ох, не могу, вот прям вот отличное настроение у меня. Радовался. Ребят, радовался тому, что вот я сейчас на кладбище поработал, сделал все, что мне сказали, сейчас будет. Сейчас все случится, да, вот она победа, я наконец-то возьму верх над вами. Вот, она пока там будет в борьбе или он, а я получу все, что хочу. А по факту получается ситуация, где у человека начинаются параллельно по жизни
палки в колеса в его дела. Казалось бы, все оговорено, все сделано, все идет как надо. И оп, кто-то встряет, там кто-то не поставил подпись, там какой-то документ потерялся, там еще что-то, и затягивание процесса. И получается, что все, что он планировал, ему приходится отстаивать, где-то справки собирать, где-то там, знаете, вот мне говкотня идет, знаете, там туда поехал, гав-гав-гав, сюда поехал, гав-гав-гав, туда надо съездить, гав, потом вернуться в первое место, тяв-тяв-тяв уже, понимаете, вот что-то вот в этом роде идет. И при этом в голове человек держит мысль о том, что у него все получается. Когда у него идет провал, ему уже обрат вдвинул, понимаете? Он не соображает, он реально, ну здесь как раздвоение личности идет, понимаете? А он себя все тешит надеждами, что, ну, все сработает. Но это надо быть реально дебилом, дабы не замечать таких вещей и, ну, не сопоставлять, не анализировать. Да, здесь попытка работать с темными, с белыми. Знаете еще, какой сюда мне человечек идет? Который бегает, делает гадости на кладбище, а потом отмаливает грехи в храме. То есть, ну, полоумие тут конкретное. Ну, кто ж так делает? Ну что ж ты веселишь-то? Вот реально клоун. Понимаете, клоун. О. Пытается по менталу работать. Знаете, ну здесь больше идет. Может, он что-то там как подизучил, но больше здесь идет все-таки, а ну-ка, хочу эту карту уточнить. Больше вот человек просто мечтает о том, как у него в жизни будет все хорошо складываться. Он на ментале простраивает варианты, при которых он будет ехать к вам, дорогу к вам держит этот человек. Вот так вот. Видимо, с помощью ритуала почву хотел подготовить, то есть вас прокачать, да, в определенное русло, дабы как-то вот дорогу к вам. Еще знаете что? Сука. Говно сраное. Каналы, он, знаете, подключается к вам на ментале, каналы привязки, откачки вашей энергии, откачки вашего, то есть на фин-канале тоже могут быть крадники и привязки. Прям, ну, на ментале, сука, работает, понимаете? Прям вот это все простраивает. Но это если совсем прокачанный. Иллюзии, я же сказала, смотрите, но это все иллюзии. Бред сивой кобылы, понимаете? Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Я же сказала, иллюзии, у чувака иллюзий куча. Иллюзии по поводу того, что он победит вас, он одержит верх, у него все складывается, у него все, знаете, так... Сейчас все сработает, я все продумал. Ой, ёлы-ты-палы, человек еще свято уверен, что он движется в духовность, ребят. Ну, деньги здесь посыпались у человека, здесь не, ну, денег ему не видать, как своей задницы. Ожидает результатов. Вот прикиньте, да, это просто трэш и угар. Я ж говорю уже третий раз, бля, клоун и расклад будет веселый. Смотрите, человек сделал ритуал, ему пошел обрат. У него уже как бы иллюзии его даже по поводу его собственной работы сыпятся, по поводу его планов. Все это накрывается медным тазом. Но он провел 2 недели
в ожидании того, что скоро вот-вот случится все, что ему нужно. Изобилие, процветание, наслаждение, гармония и путешествия. И вы прям, я не знаю, там будете цвести, пахнуть и умолять его, чтобы он к вам вернулся. Или чтобы вы захотели с ним посотрудничать, возможно, если это рабочие моменты. Даже если это друг, товарищ, туда же его. 8 жезлов, видите? То есть, короче, вот вам новый ритуал, ребят. Берете 8 палок в лесу. Берете себя и 7 своих друзей. Каждому по палке идете давать трандулей этому недоброжелателю. Ритуал боевой магии. Это я, конечно, шучу, потому что человек здесь думает, что он и очень быстро получит все, потому что он обратился к практику. И, в общем, тот, видимо, с шаманским бубном наколдовал ему чудеса. И я так предполагаю, ребятки, что эта персона не только 2 недели в такой хренотени провела свою жизнь. Он просто реально тратит свое существование на то, чего никогда не будет. Возможно, это было раньше. Возможно, какие-то воздействия, ранее им сделанные на вас, и срабатывали. Но это все было когда-то. Помните, там при предварительном из этой колоды карта суда высшего. Это кармически вам дано было, чтобы вы это все прошли, потренировались и вышли в императрицу. Мальчики, это и вас касается. Это плодородие, это стабильность, это удача, это благосклонность и высших сил, и низших, если вы практик. То есть вот так вот человек просидел. Сказать, какое ему тут было наказание, знаете какое? Самообман. Порой это хуже, чем какие бы то ни были деструктивные программы. Но тут человек сам себя просто, я не знаю, как это сказать, дурит. Понимаете? И на эту дурость он тратит свою жизнь. Да, типа заделался иерофантом, сейчас я такой, я уже много чего знаю, я сейчас тут все сделаю, на ментале надаю люлей, кому надо, и я почистился, и защиты у меня есть, а это все иллюзии сраные, и копит деньги на поездку к вам. Держит дорогу, не только сейчас на ментале пока, но планирует, да, выдвинуться. Вот так вот человек провел свое. Тут бомж. Духовный бомжара. И при этом это сущность, вот прям хочется сказать, здесь уже от человека, видимо, ни черта не осталось, там в нем кто-то живет. У него по деньгам проблемы, по продвижению в бизнесе проблемы. Да, в работе, я же сказала, в рабочих моментах. И, короче говоря, он, видимо, вас не ценил, этот человек, в свое время. И если такие провалы по бизнесу, там еще могут быть определенные нюансы, но, видимо, бабло для этого человека, дороже матери родной. Поэтому тут и будут забирать то, что дорого для тебя. Плевать тебе, допустим, на собственного ребенка, ты его оставил ради бабла. У тебя не будет ни бабла, ни здоровья, у тебя вообще ни хрена не будет. Это как пример я говорю. Предал ты человека, который к тебе искренне относился, и ты хочешь теперь в жизни там, чтобы тебе фортуна улыбалась? Да с какого хрена? Ты по кладбищам бегаешь, играешь тут в Магуя. А на самом деле, давайте посмотрим, да? Нет, вот к этой колоде тянет. Вот на этого иерофанта, что ему падает? Что он там, самовозвышается, понимаете?
очищает свою карму. Ой, я не могу просто. Да, защиты себе делает, ребят. Защиты ставит себе, считает, что он, короче, теперь недосягаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Недосягаем, короче говоря, да? Но это как он думает. А теперь давайте... А на самом деле как дела обстоят с защитами? А на самом деле у него защиты в лучшем случае покоцаны. И знаете, так процентов на 80 этих защит нет. А в худшем случае они снесены. И их вообще никто не ставил ему. Он там еще в треугольниках каких-то сидит. Известие ему будет о том, что может бабу какую-то завел, если там на мужчину смотрите все же. Допустим, он в отношениях с кем-то завел еще какую-то бабу, вроде как отдушина, а у этой, допустим, у меня удобный продавленный диван есть, а у той бабы, которая для отдушины, там, для потрохушек, у нее мужик оказался. Ну, короче, поняли, да, вот это кабала, бредятина и просто трэш, вот это все жизнь вашего недоброжелателя. Ребята. Ну, едем дальше, да? Фух. Я не могу. От вот этих ожиданий, понимаете, я просто, ну быстро только кролики и пуца. Все, ща, я заказал, я тут себя очищаю, в храм хожу, у меня защиты есть, я все подделал, понимаете? Сижу, жду, сижу. Ща поеду, ща помчусь к новым горизонтам. А жизнь рушится, валится, просто валится. Плодородия ему хочется. А хуху, не хухо тебе? Какое плодородие, дружище? Ты на дне. Но пока, походу, об этом еще не догадываешься. А может, тебе просто там удобно жить, я не знаю. Но судя по тому, что человек не делает никаких выводов и бежит снова делает, да, на вас же, то, скорее всего, что ему удобно просто находиться в том болоте, в котором он живет. Там уютно, классно, все понятно, как бы, ну. Так что как-то так вот. Так, смотрим, что на новолуние эта персона вам творила. На новолуние. И сюда же. Рунами работал на кладбище скот. Да, в самобичевание вас посадить, чтобы ваша интуиция погасла, ваша женская магия погасла. Если мужчины смотрят, это мужская ваша интуиция, либо же, знаете, вот эта вот часть энергии, которую я бы назвала женской, это интуиция, предчувствие, да, чтобы загасить вас это, если смотрите на женщину какую-то, мальчики, на девочку, рунами работали против вас, чтобы подавить, то есть полнолуние сделали, сидели, ждали, надо доделать, надо поработать, я же маг, понимаете, я же маг, я должен соблюдать циклы Луны. Ой, и в пати коловрате, я не могу просто. Ну, я вижу эту личность, да, на ментале. И, ну, мне смешно, честно сказать, да, я уже научилась видеть в этом положительные вещи, как бы. Ой, хотя иногда, конечно, да, так, у меня расклады с экспрессией выходят, ну, потому что задолбали уже. Но сегодня я как-то вот в хорошем настроении, и посему я смеюсь с таких персон. Мне нравится, как они тужатся, это, знаете, вот пыжатся. Что делал? Человек хочет, чтобы вы его простили,
помогли ему. Я не могу. Я не могу понять, он что, хочет, чтобы вы ему помогли выйти из треугольников? Или он хочет загнать вас в треугольники, но чтобы вы об этом якобы не знали, да? Да, девочки. Короче, если будет мужик подкатывать, есть еще там другая бабища, есть, с которой удобно. Ну, а вы готовьтесь к сказкам про то, что ой, я не могу, у меня работа, и мало я получаю, и в итоге на подарки там тебе не будет хватать. Да. Да, здесь хочет, чтобы вы ему открыли какие-то знания в духовности, как, видимо, себя вывести на новый уровень. Надменный чувак, такое, знаете, самовлюбленное быдло. Быдло-шоу, короче говоря. Как я люблю говорить, сука, падла и говно, блядь. Вот, в принципе, тут просто, ну... А приговор-то уже в пути. Даже не в пути, он уже все. Как бы... Печати даже проставлены мокрые. Так, это я глядела. Так, давайте берем вот эту колоду, смотрим, что до следующего полнолуния ожидает этого чижика-пыжика, то есть до 30 декабря, до Нового года. Как будет отрабатывать? Что ему еще там прилетит после вашей ритуалики? Ну, вы-то тоже... То есть, в отличие от него, я так понимаю, что вы, ну, реальный маг, реальный практик. Коль уж ваши знания ему так теперь понадобились, понимаете? То есть самому эти знания, видимо, найти не может. Пространство вокруг него гнилое, как и он сам, и ему просто Вселенная не дает выход на высоковибрационных людей, которые бы действительно ему истинные знания давали. Блин, как я обожаю устройство Вселенной, ребят, вы даже не представляете. Так, что его ждет? Ой, дебил, я же говорю, ну дебил какой-то. Новые сущности к нему прилетают. Дело в том, что хотел, видимо, чему-то обучиться новому, как я сказала. Может, в магии осознает, что ну, не сработало, не рубит. Какие-то предложения ему... Может, ожидает предложений по той же работе, вот знаете, у него тут, этот человек не умеет любить, понимаете, здесь кубковость у него вся идет о бабле. Предложения, может, какие-то, предложений не будет, а деньги нужно будет экономить. И вроде как тут и учится, но и параллельно-то надо и деньги зарабатывать. Предложений ждет, а их нет. И учеба как-то не так пошла, да и что-то я делаю, а не срабатывает. А что такое? Я делаю, чтобы у меня деньги были, я тут крадники делаю и всякую белиберду, а от меня убывает. Да. Ай, да. Ай, да, девочки, на вас делает. Девочки, вы для него королева Пентаклей, у которой все знания о магии есть, которая для него звезда недостижимая. Он считает, что он изучает какую-то науку, но дело в том, что сейчас хочу уточнить, а что на самом деле с ним происходит, кто его там ведет по этому пути, да? Как интересно, как интересно. Ну, по отношению к вам он подлость задумал, понимаете? Все, что он изучает, только для того, чтобы подкинуть вам подляну. Вообще на людей влиять через магию, подляны кидать. Да. Да, чувак призывает определенных товарищей из мира мертвых для того, чтобы эта подлость у него удавалась. Это его мечта. С помощью магии творить херню и получать то, что ему хочется. Здесь гедонист, который любит пожрать, вывалить свое пузо, купить подороже шматье. Даже если это голимое шматье,
То есть, ну, такому чужу легко пропихнуть, втулить херовый товар. Скажи, что подороже, хорошо на уши присядь, он поведется. Здесь такое убогое создание, которое считает, что все, что дорого, то лучше, понимаете? Такая понты, короче. Понты для приезжих. Быдлофест, короче говоря, девочки. Он ждет, что ему магия поможет. И что с помощью этих воздействий он получит какое-то, как предложение, что ли. А что, на сотрудничество с темными ждешь предложение? Что ты ждешь за предложение? Защиту ждет, да. Девочки, ждет защиту от темных. Еще большую защиту хочет. Видимо, отлетает ему хорошо, а он такой не догоняет, что происходит, короче, да. 4 пентаклей. Да, здесь у чувака безденежье выметает. Короче, защищается, хочет, чтобы деньги к нему пришли. Ага. Ну-ну. Трудится, не покладая рук. На вас магию наводит. Чтобы вы со всеми вашими ресурсами, знаниями, потоками, с родом связь, да, которые идут, с денежкой, с достатком, все это, чтобы ему досталось. Ой, а планов-то сколько настроил. О-у-ху. А вы здесь королева мечей. Вы еще... Да, он хочет к вам подкатить, дабы узнать. А в любви еще что-то у него там посыпалось. Он потерял поддержку в отношениях. Видимо, какая-то баба рассекретила его. А ну-ка, что потерял поддержку, что расстались? Обмена не было. И... Потому что он тупой баран, блин, и женщина это увидела. Что он, кроме того, как махать своим писюном, он, наверное, даже в сексе очень плох. Вот я вам серьезно говорю. Здесь паш, который мнит себя не пойми кем, и кроме как тыкать просто писюном, он ни хрена не умеет даже, да. Он даже не понимает, что такое женщина и как ее сделать счастливой. И вообще ему это нахрен не надо. Он самый любимый на всей планете Земля. Здесь вот такое чмо, которое, ну, я же говорю, ну чмо. Вот понимаете, вот помните, я только достала вот эту карту одну, сразу сказала чмо. Ну, что здесь еще сказать? Хочет, чтобы вы с ним сотрудничали, чтобы вы ему еще и этих фамильяров дали, то есть... Пиздить у вас фамильяров надо, понимаете, защитников. Фу, блядь. Я просто, я в шоке. Я в шоке, короче. Давайте-ка, а ну-ка вот так вот хочу посмотреть, а вы, вот именно вы вообще, что вы сейчас, да, вот, ну, и... Мне кажется, вот вы, а вот эта ситуация между вами, вот большой барьер. О, да, проклятие на вас валит, на вашу стабильность. Короче, хочет, чтобы у вас и бизнес посыпался, ваша стабильность, ваши умения, знания, знаете, притупить это все, заблокировать. Связь с родом, с высшими, с темными, туда же. Плюс еще, знаете, хочет снять с вас защиты, стягивает ваши защиты, пытается пробить. Хочет, чтобы вы стали податливой, такой, да-да-да, солнышко, я все сделаю, на тебе все с моей жизни, что я тут наработала. Да, ой, бля. А что вы, девочки, а вы здесь на кладбище, а вы здесь с темными варите свое зелье. Что я вам еще могу сказать? Вы замораживаете это все раз. Во-вторых, то, что вы делаете, а ну-ка, ваши ритуалы, новолуние выпало. Так, ладно, выпало, да и выпало. Новолуние, да, на новолуние вы работали. А ваши на что направлены вот эти вот вещи? Гляньте, как обводят.
Ну, вы с предками, духами вашего рода работаете. Вы эти все конфликты, ну, ваш род просто вас закрывает от этих конфликтов. Слушайте, вы получаете информацию от рода вашего по поводу этой ситуации, этого недоброжелателя, и вы вообще, вот понимаете, энергии такие идут, вот вас еще частично закрывают. А знаете почему? Потому что вы уже движетесь дальше в пространстве, у вас другие планы, цели, мечты. Вы не вернетесь в это прошлое, как бы, ну, вы уже, ну, сделали выводы, что это за человек и, ну, что он вносит в вашу жизнь. И знаете как? Вы идете дальше в будущее и закрывают информацию, потому что у вас там свои нюансы, которые вы должны уже в новых энергиях пройти, и о ваших планах, в принципе, знать многим не следовало бы и не следует. Я поняла. Ребят, давайте так, я буду краткой. Здесь всеобщая любовь. Вы выводите себя на новый уровень, у вас будет всеобщее признание. Это если вкратце. Но за вот этим же очень много кто стоит из сил, понимаете, чтобы это у вас было. Да, вы идете по своему пути предназначения. Все. Так, смотрим, что ждет этого петуха. Что ждет этого петуха? Ну вот эти перевернулись. Ой, вы посмотрите, сколько карт перевернулось. Ох, нифига себе. Ну, ладно, давайте, что, погнали. На его пути изучения магии. Короче, клоун, да, власти хотел с помощью магии достичь. В учении не соблюдает многих вещей, не знает, как правильно делать и пытается обмануть темные силы. Договора заключает с ними, но договора под вопросом. Он-то их заключает, а вот силы ему как бы... На, подержись за вот это. Что ты тут такое к нам пришло? Что нам с тебя взять, блин? Понимаете, тут дело в том, что нет, ты еще и власти от нас хочешь, а ты ее заслужила, лё, пидорок. Здесь высший суд загружается, ребята, включается высшее правосудие, и, ну, он хочет новой жизни, но дело в том, что врет перед высшими силами, врет перед темными силами. Наебают на два фронта каждого из них, понимаете? И вашим, и нашим скачет. Потому что двуличный, знаете, блоха. Вот такая вот блошарня, короче, а не человек. Пытается, да, научиться ставить себе защиты с помощью магии через заключение договоров с темными ради своей новой жизни. Я же сказала, здесь непонятно, кого чувак вызвал. Хочет власти. Понимаете, хочет власти добиться с помощью магии над Ваней, над остальными людьми, над обстоятельствами. И чтобы весь мир под него, блядь, прогнулся. Здесь, знаете, здесь человек, ну, какое ему наказание по итогу? Здесь человек влазит в очень... нехорошую кабалу, он с такими вещами связывается, которые его просто, ну, на откуп отдадут. Просто смотрите, человек живет, творит такую поебень Рахманинова, его род просто его отдаст в откуп грехов. Скажет, блядь, ты бесполезное звено в нашей цепи, у тебя был потенциал, ты его просрал, и благополучно, как бы, ну, ко дну прилип, всплывать не хочешь, ну и хрен тебе, блядь, вот в этот лоб твой, вот как здесь показано на этой карте. Короче, сдохни, да и все, блядь.
И отрабатывай уже на том свете своими моментами, с вот этими, с кем ты тут договора заключаешь. Я прошу прощения, если я, ну, вот слишком так выражаюсь, но понимаете, я вот это негодование со стороны темных прям ощущаю. Они в шоке. Понимаете? То есть у них власть, у них как бы многие относятся к ним, да, с уважением, там, ну, по-разному, но чтобы вот так небрежно, они этого не любят. У них есть реально власть, они могут себе позволить себя так вести. Они могут позволить себе выбирать, кому помочь, а кого, извините меня, укатать в могилу просто. Вы думаете, там все просто так? Нет. Вот этот, кого он вызвал, сейчас... А ну-ка, я сейчас уточню. А там, да, вот кого он вызвал, с родом, с его договора... Да. Сейчас чужие проблемы на него начнут сыпаться через неупокоенных. Этот, кого он вызвал, якобы себе на защиту для того, чтобы власть обрести из темных, он уже договаривается с его родом. И говорит: ребята, вы как бы, ну, выведите его, или я его просто, ну, вот этим мечом ссеку нахрен из этого пространства. Вы, ну, следите за своим-то, будьте так любезны. Че он у вас херовертит здесь? Че он себе надумал? Здесь знаете, кого он вызвал? Здесь такой... давайте скажем, темный ангел, который может многое дать, вот реально многое может дать, но этот ваш недоброжелатель по вибрациям не дотягивает до уровня вот этого ангела. И получается, что плата неравноценная. Ваш недоброжелатель хочет килограмм конфет, да, получить, к примеру, а заплатил этому ангелу одной конфеткой какой-то. Знаете, может, ну, вот такой, но одной. Но она несоизмерима с тем, что он хочет. А этот уже вызван, понимаете, он уже пришел. И говорит так: вот этого мне мало, я, наверное, ну, как бы с тебя буду брать, да? То есть забирать нам твою удачу, твою фортуну определенную, если ты не поймешь, что мне нужно больше. А для того, чтобы дать вот этому больше, нужно вибраций больше, больше энергии, больше, я не знаю, это больше познаний мира, если хотите, больше человеком быть, понимаете? Больше добродетели, которую бы мог впитать в себя вот этот. Потому что истинная цена, она вот так вот платится темным, понимаете? И им нужна энергия. Давайте так, вот все началось с вот этого вот туза, в принципе, и у вас это есть, а у него этого нет, понимаете? У вас этого предостаточно. И вы можете сотрудничать с темными такого ранга, допустим, да? Как бы у вас постоянно генерация этой энергии идет, а там застой, там болото. И вот этот темный, он говорит, что как бы так, я начну с него брать, потому что договор есть. И дело в том, что, ну, вы же понимаете, да, и род начинает его, короче, как бы тюкать, показывать, что нет, давай, вот так вот тебе на чужих проблем, давай ты уже туда не будешь лезть, слушай, давай вот эту проблему решим. Этот стоит, ждет, пока что ждет. А ну-ка, до конца года что он этот будет делать? А он уже планы простраивает, как вашего недоброжелателя поиметь. Там уже, ну, с ними шутить нельзя. Он его в жертву возьмет. Так. Ух ты, как интересно, второй вариант. Так, если этот человек оставил своего ребенка, к примеру, если этот ребенок еще и ваш, и вы на высоких вибрациях, и договаривались с родом вашего недоброжелателя, бывшим мужем, здесь за
Короче, вы договорились с предками вашего недоброжелателя. Вы договорились, а эти предки просто... Так, тут еще на сострадании предков едет. То есть, как бы этот темный ангел, он получается как дает время за счет просьбы предков вашего недоброжелателя. Но параллельно предки понимают, что нужно отработать за то, что ваш недоброжелатель... Вот идет информация для определенных людей, что-то он сделал ребенку своему, либо не сделал. Либо как-то поступил, блядь, гадко. И предки это, ну, там нельзя ему было этого делать. Он не имел на это запаса энергии, положительной кармы, понимаете? Все просрано, короче говоря. Если вы договаривались, если это бывший муж, у вас общий ребенок, вы договорились с предками, его сейчас в оборот просто отдадут, и все, как бы, ну, как я и сказала, его просто род не сможет отстоять, понимаете? Хорошо, сострадание, окей, предки. И по итогу какой нас ждет результат? Он там еще под приворотами, блядь, бедолага. По чувствам его долбанет, что-то ему еще будут показывать. Что-то род ему еще будет показывать. Кладбище задействовано. Видимо, как-то намекнут, что, ну, у тебя должок, и растут проценты, и их придется отдавать. Здесь вроде бы как где-то что-то человек может, знаете, как вот прозрел на мгновение, а потом закрывается вот это прозрение за счет боли, которую он испытывает. Он просто не в состоянии, ну, вот это все вывести на своем горбу. Запаса благости нет, понимаете? Его нет просто-напросто. Хорошо, до июня следующего года. Ой. Здесь, смотрите, здесь человека еще будут много кто обсуждать, отравлять ему жизнь, но ему будут об этом говорить, намекать, давать знаки. Здесь, если человек и выйдет, то будет он идти вот такими мелкими шажками к просветлению, да, чтобы очиститься. Здесь не факт, что загребут в плане на тот свет. Здесь, знаете как, он при жизни будет как ходячий мертвец, если хотите. То есть у человека будут отбирать всех, вся, всегда, постоянно, везде. Работа, кого не встретил, друзья, чего-то добился, украли, допустим, там где-то, ну, облапошили, где-то избили, забрали. И вот такими шажками мелкими он будет к этому свету идти. Это, знаете, это вот равносильно тому, что вот убивать человека, делая ему надрезы лезвием по всему телу. Знаете, сделали надрез, кровь пустили и ждут. Только зажило, опять порезали. И так по всему телу. Извините, это пиздец. Приговор уже все в исполнение пошел. То есть я вам хочу сказать так, ребят, если бы ваш недоброжелатель вот просто случайно сейчас бы погиб, это был бы самый положительный для него исход.
Но этого говна не будет, потому что в жизни, при этой жизни, начудовеял, при этой жизни ты и будешь отрабатывать. Да, здесь полностью сломление воли. Здесь поломают все вот это вот самовлюбленность, гордыню. И чем больше он будет сопротивляться, тем больше его будут ломать. В один прекрасный момент, если совсем он не станет прогибаться, тогда его уже просто, снимут с поезда. То есть умрет человек, грубо говоря, в каких-то, знаете, таких ситуациях, там, травматических. У него уже идет внутреннее загноение. Ой, все, кому он будет обращаться могуи, те его будут предавать. Кстати, у этого человека очень большой потенциал, он мог бы быть пророком. У него, поэтому его и взяли, знаете, вот так и проверяли жестко на вшивость. Чем больше дано, тем жестче проверка идет. И человек эту проверку просто не прошел. Он, просрал свои шансы вывести себя на высокие вибрации. Давайте вот так скажу. А вы не просрали, и, видимо, его это бесит, понимаете? Его бесит, что вы оказались, правы. Да, он еще будет с кем-то пытаться там сотрудничать. Нет, ребят, елки-палки, я вообще не могу. Он будет в жертве. Темные деструктивные программы рода включаются, очень темные, то есть, трындец какие темные. И это его карма, он завязал много узлов на этой карме, и основная будет отработка через, где эта карта, вот я держала последняя. Этот человек, возможно, вечно будет находиться под приворотами. И за счет этого... Когда мы не отстаиваем себя, свою свободу, когда мы позволяем на нас навешивать магию, за это тоже дают по голове. На минуточку, за бездействие. Высшие дают по голове. Здесь человеку реально много чего было дано. Он мог бы быть очень сильным практиком. Мог бы, но увы. Вот это самое обидное, понимаете? То, что он там чудит и тупит, это ладно, весело, забавно, иногда это бесит, но вот этот момент я не люблю, блядь, больше всего, понимаете? Когда вижу этот потенциал, который проебан, просто проебан. Не знаю, вот, блядь, ненавижу это качество в себе, понимаете, но... В принципе, это ж выбор человека, да, как бы, чё тебе, да, сиди, да и все, увидела, да и увидела. А нет, что-то вот мне как-то всегда, блядь, за это было обидно. А знаете почему? Потому что я тоже в свое время много чего проебала. И научилась ценить свое время. Вот такая вот короткая история о себе. Так, ребят, давайте посмотрим на итог. Второй вариант у нас подзатянулся. Смотрим на итог. Что этот человек, да, вот что этот человек? Что вы? И что, между вами, что за договора? Пиндец, я же сказала, просто трэш, да, вот какие договора ваши души заключили. Смотрите, через этого человека, глядя на него в свое время, вы можете поучиться тому, как располагать к себе и друзей, и врагов. И, возможно, когда-то этот человек либо делал вид, либо, возможно, даже так к вам искренне относился. Вот он был верным помощником, знаете. Но здесь не сколько помощником, здесь верная слуга.
Верный слуга, если хотите. Он должен был служить вам. В каком плане? Если это был ваш бывший партнер, он должен был выполнять свои обязанности мужа, отца, любовника, друга, поддерживать вас. Если это рабочие какие-то моменты, вот мужик по работе, да, какой-то у вас там, то же самое, он должен был внимательнее к вам относиться, занимать, ну, быть всегда на вашей стороне. Если друг, то же самое все, понимаете, он что-то должен был отслужить перед вами, он что-то вам должен, а вместо того, чтобы вам отдать, он у вас еще и красть пытается. Это, ну, трэш. Вы бы этому человеку дали хороших фамильяров, хорошую защиту, хорошую связь с родом. И знаете, если бы вы нашли общий... Вот если бы вы соблюдали свои договора, вы бы могли бы очень много каких сокровищ открыть в людях. И много чего, если хотите, если бы вы парой были, вы бы много чего для людей сделали, для общества. Но здесь как для человечества идет, возможно, какое-то открытие, либо что-то с этим связанное. И вы бы смогли, работая в тандеме, возвращать украденные вещи. Украденную, это не говорит, блин, я потерял сумочку. Нет, здесь, если бы вы в тандеме работали, тем более в магии, здесь украсть, ну, вернуть такие вещи человеку, как украденная судьба, уворованные года жизни, вернуть удачу, поняли, да? То есть те вещи, которые не купить за деньги в этом мире. И здесь жесткое бы наказание врагам было, очень жесткое. Но, увы и ах, этот человек не понимает, что он должен служить. Слишком высока гордыня. Причем, ну, на пустом месте. Да, ребят, ну о чем здесь еще говорить? Мать ваша честная. Здесь, понимаете... Здесь магия через огонь бы шла, вы бы очищали людей от всякого говнища, и вы бы здесь, вам бы, если бы вы были в тандеме, вам бы открывались прям вот, хотите, вот прям святые секреты, понимаете, этого мироустройства. Вот так вот. Вы, видимо, ему дали защиту. Он не выполнил свой долг, растерял теперь все к ебеням и хочет у вас украсть, а не выйдет. Он не выполнил свой долг, у него и вместо того, чтобы отдать его, он еще больше кредитов набирает. Вот в чем беда этого недоброжелателя, ребят. А это жадность, это порок. Жадность, все мне, все мне, не только деньги, все мое, мне, только мне. Я недолюбленный мальчик своей мамой, папой, обществом. В детстве никто не признавал. Пидорасиком в садике обзывали, да? Комплексы, здесь комок комплексов. Эх! В общем, как-то так, зеленые камушки, у вас дела обстоят. Что мне еще здесь сказать? Берегите своих фамильяров, не разбазаривайте на этого человека, даже не думайте. И, ну, как бы я вижу, вы идете дальше. Вы в пространстве намного впереди этого человека. Понимаете, вы... Вот такое впечатление, что вы поднялись на крышу здания, да, в своем развитии, я имею в виду, и такие... Блядь, что так мало этажей? Взяли кирпич и начинаете новые этажи строить. А эта личность просто, ну,
роет тоннель в подземелье. Ну, это чтобы вы поняли, да, насколько, ну, велика разница между вами. В общем, вот так вот, ребятушки. У нас по недоброжелателю вышло второй вариант. Пишите ваши комментарии, делитесь впечатлениями от расклада. И желаю вам добра этого мира. Пока-пока.